Всем привет, вы на канале StealthCat, и в сегодняшнем ролике я буду обозревать свое же прохождение локации вылазка в магазин. Я долгое время думал, что это самая сложная локация, не одна из самых сложных, а самая сложная. Но я понял, что она все-таки одна из самых сложных, но не самая сложная. Самое сложное еще меня, видимо, ждет впереди. Я не помню, как называется та локация, когда Эбби бежит со львом и мочит своих же. Я не представляю, что там меня ждет вообще. Это какая-то жуть. Потому что я ее с боевкой еле прохожу. Вот, а пройти ее тихо, я даже не знаю, реально ли. Но мы проверим. Итак, вернемся к прохождению вылазки в магазин. Посмотрим, как это можно сделать. Я раньше думал, что это нереально, но в итоге я выяснил, что это более чем реально. Погнали! Ну, в начале видео, как всегда, я показываю то, что это реализм. И мы смело плывем налево. Я всегда плыл направо. Вот, но попробовал налево, и мне понравилось больше. Мне кажется, это выигрышный вариант. Там немножко сложнее это делать. Неудобно. Выплываем, и кому как удобно. Можно выплыть и сразу отсчитать 10 секунд. А можно выплыть и вон там далеко понаблюдать за головой чернокожего, ну, мулата. Вот, и нужно вылезти именно в тот момент, перед тем, как он будет разворачиваться и идти в нашу сторону. Это важно. Вот, потому что если вы вылезете раньше, то азиат дальше, он нас увидит. А тут мы вылазим, получается, в то время, когда азиат уже спиной к нам. Ну и все, ждем, пока он возвращается. Берем его, азиат к нам спиной, это я знаю точно. Вывожу, чтобы азиат его увидел. Ну, чтобы он увидел его труп. Это не обязательно делать. Я могу сделать так, чтобы труп не был виден, и азиата убрать там, где он сейчас стоял. Но я решил так, потому что так поэффектнее. То есть, наша любимая приманка, метод приманка. Ну, ждем, захватываем, ну и, собственно, как всегда. Так, крадемся дальше и ложимся, получается, примерно, чтобы голова была вот на углу вот этого вот обрыва, так скажем. Ну, вот. Зачем я это делаю? Ну, так просто больше обзор. Так уж разработчики сделали, что лежа обзор лучше, нежели сидя или стоя вообще. Вот, поэтому мы лежим тут только ради обзора. Ну, ждем, пока вот этот вот белый мужчина в кепке постоит и развернется, уйдет. Я за ним смело иду, потому что, ну, доказано, он не разворачивается. Потому что если бы он разворачивался, скорее всего, у меня была бы другая тактика. Берем патрончики. Ну, это так, можно не брать. Ну и все, и убираем его здесь. И бежим дальше. Бежим, почему? Потому что, ну, смело можно бежать, никто не услышит. Здесь обязательно присаживаемся и сидим тут. Сидим. Тустология. Мой конек. Ждем, пока к нам придет чернокожая женщина, к нам лицом. Только когда она разворачивается, мы за ней идем. В идеале, чтобы одновременно ушла от нас чернокожая женщина и белая женщина дальше. Но можно и так, в принципе. Здесь, получается, белая женщина повернулась, и вроде бы она нас заметила, но это факап разработчиков. То есть, на самом деле, она смотрит вниз. Вот, то есть она, типа, понимает, что где-то кипиш. Это не случайность, это я делал уже 1000 раз. Вот. Она просто, чернокожая женщина, она просто не тормознула там за ящиками. Она очень часто там тормозит, что-то ей там мешается под ногами. Вот, ну и я решил дальше пойти. Мне уж очень нравится эта манера убийства. Она очень редко стреляет в Элли, не знаю почему.
Тут тоже метод приманка, она замечает свою подругу, идет к ней, и мы ее тут убираем. Ее можно убрать, кстати, вот там дальше, где она тоже стоит у эскалатора, но там немножко рискованно, потому что внизу чувачки ходят. Вот. И лучше, конечно, вот так сделать, чтобы она немножко вышла от эскалатора. Здесь я смело иду, потому что далеко очень они не видят, даже если они лицом, другие солдаты. Дальше будет по сюжету. Вот. Ждем, получается, белого в кепке. Сразу к нему не идем, потому что мы не успеем. Скорее всего. Вот. И он тут ходит, что-то разворачивается постоянно. Лучше подождать, чтобы он пошел в ту сторону. Там его тоже, кстати, справа выбирать не стоит, потому что есть вероятность, что это увидит сам процесс. Увидит молодой человек внизу белый. Сейчас я вам его покажу. Поэтому ждем, пока он придет сюда. Тут никого нет относительно. Ну, они, собственно, двое только под нами. И убираем его здесь. Дальше я по привычке иду вот за этот стол. Но на самом деле туда идти не нужно. Вот, я это вспомнил. Но не стал перезаписывать, потому что, еще раз говорю, мне очень нравится эта манера убийства. Поэтому я решил продолжить. Лежим здесь, потому что тут прекрасный обзор. Мы видим и девушку, и молодого человека. Молодой человек сейчас идет к нам, по-моему, в нашу сторону. Да. Вот. Девушка тоже тупит немножко, смотря на молодого человека, идет к нам. То есть сейчас белая девушка под нами. Мы ждем, пока она уйдет от нас, чтобы мы могли спрыгнуть и сзади напасть. Что я, собственно, сейчас и сделаю. Здесь мне очень помогает вот тот дальний стеллаж, потому что посредством этого стеллажа обзор закрывается, и молодой человек, вот этот белый, он не видит убийства своей коллеги. Здесь я очень аккуратно иду за ним. Почему? Потому что он, сволочь, очень часто, когда идет на свою точку, вторую, вот туда дальше, он очень часто разворачивается прям на 180. Вот, поэтому я решил перестраховаться. Здесь я на пузо лег, потому что он уже разворачивался, шел на вторую точку патрулирования. Я решил перестраховаться. Вот, нападаем на него из-за стеллажа и убираем его благополучно. Так, бежим. Тут аккуратно, потому что белая девушка с дробовиком внизу. Мы сейчас, собственно, к ней идем. С ней очень интересно получилось. Я ее очень много раз пытался убить там, где она есть, то есть внизу. И потом увидел, вот лежит бутылка. Я ее не замечал, что или не обращал внимания, ну потому что цель как бы только с ножа их валить. Вот, поэтому я ничего не подумал. А потом думаю, блин, ну если локация предлагает бутылку, да, то есть это патроны могут быть и какие-то рандомные, да, они непонятно сколько у вас останется. А если бутылка лежит, значит ее можно использовать как отвлекающий маневр, и я вот до этого сам додумался, что можно так. Бьешь бутылку, получается, по нижней части эскалатора, который идет вверх, и идешь дальше вот сюда, за перила, за эту перегородку, и ждем ее. Я случайно это выяснил, то, что если сделать именно так, она прям выбегает сюда. Сейчас вы это увидите, это очень странно, вот. Но, тем не менее, это работает, и если это работает, то почему бы этим не пользоваться, правильно? Вот. Тут тоже аккуратно, потому что вот надо ее прям пропустить, чтобы взор был именно вот в эту сторону, потому что она очень часто разворачивается, как это на мега аккуратная, вот, поэтому здесь обязательно на пузо и смотрим вот в этот треугольничек. Вот он, молодой человек стоит, вот он второй. Нам нужно проползти так, чтобы их взор не был в эту сторону. Вот, то есть, если мы побежали бы сразу, нас бы заметили. Вот они все ушли, мы ползем. Можно на корточках идти. Ну, блин, я перестраховался просто лишний раз, чтобы тревогу не поднимать. Вот они там идут, что-то идут, разворачиваются. Нас не видно, потому что, ну, мы очень далеко. Вот.
На данный момент осталось, получается, 3 противника. Ждем, пока они или уйдут отсюда, или отвернутся, чтобы мы могли без тревоги спрыгнуть, чтобы спрыгнуть могли тихо в воду. Хотя это очень странно, согласитесь, ну, как бы прыгнуть в воду тихо. Это невозможно, особенно в данном случае, потому что ну, там тишина вообще. Вот. Здесь я жду, потому что я понимаю то, что вот этот мужчина белый обратно идет. Я чуть не захлебнулся, но потому что это моя ошибка, потому что я прыгнул не в тот момент, так скажем. Вот. Но ничего страшного в целом-то. В целом ничего страшного. Придется немножко подождать, потому что я прыгнул именно в тот момент, когда они уже все там, на другой части, на другой точке своего патрулирования. Вот. Так можно подгадать как-нибудь, то есть свысока там понаблюдать, подгадать, чтобы мы спрыгнули перед тем, как они будут идти сюда. Вот. Но я сделал так, ничего страшного. Вот, получается, бородатый этот, ну, с щетиной уходит. Этот залысиный сейчас к нам пойдет. И мы его благополучно тут завалим. За этим стеллажом не видно ничего. Как вы видите, я труп оставил очень неаккуратно. Так получилось. Не знаю, возможно ли по-другому, нет, но я его решил вот спрятать немножко. Если не знали, так делать можно, но я думаю, то, что многие об этом знают. Ну, если не знаете, вот вам как бы это прием. Классная штука, сам нигде не видел, сам догадался. Сам себя похвалил. Вот. Так. Здесь мы немножко подтупливаем. Я не рискнул пойти к нему сразу, потому что белый в кепке наверху, который патрульный, он бы это увидел. Здесь я тоже немножко лоханулся. Я на глазах у него начал его резать. Вот, свалился в воду, просто задом бежал. Вот. Но ничего страшного. Как бы получилось с тревогой. Вот. Но так как он остался один, я подумал, что его в задницу переписывать. Ну, то ж мне лень. Сейчас вы в этом убедитесь. А просто потому что мне, я уже 3-й раз говорю, мне очень нравится эта манера убийств у Элли. Вот. И она очень редко выстреливает почему-то, не знаю почему. Ну вот, так можно все сделать. Ну, для тех, кто очень въедливый, так скажем, да, и могут мне сказать, что, допустим, ну, как бы это не оправдание, просто, ну, въедливым людям. Вот, я решил перезаписать часть геймплея, показать, что можно убить всех по стелсу абсолютно. Вот, то есть мне могут предъявить, типа, вот ты говорил тихие убийства без тревоги, а тут ты типа поднял тревогу, и тебя заметили, и в тебя даже стреляли, и, по-моему, даже попали. Вот. Ну, специально для этих людей я перезаписал еще раз игру и вырезал кусочек, получается, тот, где показано, что и можно всех убить. То есть даже и в том месте тоже. По стелсу я имею в виду. Давайте посмотрим. Ну вот мы, собственно, там же сидим. Единственное условие, нужно вот, чтобы они вдвоем пришли сюда. Как? Ну, только сидеть и наблюдать. Потому что у них рассинхрон. Вот, я заметил в этой игре. У многих в этом-то и фишка. То есть у них рассинхрон, но в какой-то момент, как эти метрономы, знаете, если метрономы запустить в разных как бы ритмах, не ритмах, а в разное время качнуть этот маятник, то в какой-то момент они будут синхронно работать. Ну вот здесь то же самое. То есть в какой-то момент они по-любому вдвоем пойдут куда-либо. Все персонажи, которые парами патрулируют. Ну, потом они рассинхронизируются и так далее. Ну, просто надо подождать, чтобы они плюс-минус вдвоем сюда пришли.
Почему? Вот я, собственно, показал почему. Потому что это удобно их тут ликвидировать. Вот. Тут я смело иду, потому что за колонной, за этой тряпочкой и за кустиками ничего не видно. Мужчина в кепке, который последний патрульный остался, он спускался в тот момент. И он не видел, он когда спускается, он не видит ничего, плюс это далеко. Вот. Это работает, можете не переживать, я это делал несколько раз, то есть вообще нормально. Ну, тут да, тут пришлось попрятаться, по-русски говоря, пошкириться, где-то помышиться, повыглядывать, ну, потому что это все для вас, как бы, для въедливых. Вот. И я ждал, пока он уйдет к себе на вторую точку патрулирования, то есть будет ко мне спиной, чтобы я мог перелезть вот на эту локацию и схватить бутылочку. Их тут 2, как вы уже поняли. Для отвлечения. Вот. Если у вас будет пистолет, ну, блин, можно пистолетом отвлечь как-то, вот. Но опять же, если есть пистолет, можно просто он развернется и выстрелить в затылок, да и все. Хоть отсюда. Вот. А тут же рассматривается вариант, когда у вас вообще по нулям. Вот, иногда такое бывает. Ну и все, вот он отвлекается на бутылку. Мы его сзади настигаем и выносим его мозги. У меня просто был патрончик. И выносим мозги. Ну вот, собственно, можно так это сделать. И я думаю, что ни у кого теперь не возникнет вопросов, даже у особо въедливых, что вот, мол, ты некомпетентен, чувачок. Да нет, компетентен, просто вот уж больно мне нравится эта манера убийства. Уже в 4-й раз это говорю, по-моему. Вот. А так я мог перезаписать как бы чистый геймплей со всеми тихими убийствами, как и в данном кусочке. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне пришлось попотеть, мне пришлось подумать, порассматривать разные тактики, как это можно сделать, потому что зона, как я уже говорил, локация не из легких. Не думаю, что только для меня. Даже больше скажу, знаю, что не только для меня, потому что я общался с людьми, которые тоже увлечены прохождением The Last of Us второй части. Не то, что там стелс-убийствами, там, а в целом. То есть люди тоже болеют этой игрой. И многие прям, они прям как огня боятся эту локацию. Все отзываются о ней, что она крайне сложная. То есть это реально так. Ну, то есть даже в случае того, что у вас есть какой-то арсенал, вот, маломальский, то есть там, ну, пару стрел, там, пару патронов туда-сюда, бутылка, не бутылка, вот, хотя они есть на локации, но неважно. Все равно люди прям, блин, волосы рвали на голове, ну, блин, потому что реально очень сложно понять маршруты патрулирования персонажей, то есть как, что, если вы будете там, допустим, там этого завалите, то есть не увидит ли кто-то, то есть даже если вы это сделаете на расстоянии. То есть много разных нюансов, поэтому я горд собой на самом деле, потому что у меня это получилось. И будем стараться. Я думаю, я пройду все, что я запланировал. С ножом или с удушениями, или с какими-то маломальскими бутылочками, там туда-сюда. Вот. Посмотрим в будущем. Ну а пока на этом все. Я надеюсь, вам понравился мой обзорный ролик, понравилось прохождение без моей рожи. Подписывайтесь, лайки ставьте. Мне это реально приятно, потому что у меня очень мало подписчиков и в принципе мало фидбэка, и поэтому каждый комментарий и каждый лайк, он прям мне душу очень греет. Я сам не люблю, когда выпрашивают, и я этим не занимаюсь, я так думаю. Я просто говорю правду.
реально мне важно... А если это будут единомышленники, это будет вообще круто. На самом деле. Вот, так что хотите, давайте какую-то активность, хотите нет, но в любом случае я думаю, что это был приятный ролик для вас. И ну, в той куче информации, которую содержит YouTube, которую вы смотрите, я прям погнал очень сильно. Но извините, потому что я очень давно не записывал ролики. Ну, проходил трилогию Uncharted. Извините, приключения меня всегда затягивали. Поэтому не судите строго. Ну что, я думаю, на этом все. Извините за столь долгое объяснение всего, но я такой человек, блин. Всем спасибо, всем пока, до новых видосов. Пам!